вот и настал тот самый день, первый день экзаменов, и произошло то, чего я больше всего опасалась, я проспала. И вот, я иду обратно домой. Ну что ж, я закончила. Я от нервов даже выпила полбутылки воды. Я, конечно, не проспала на экзамен, но утром в моих планах было просто подготовиться к этому экзамену, так как я сосредоточилась к подготовке к другим экзаменам. Да, привет. Ну, что поделать, все равно я все написала. Ну, мне, конечно, пришлось выдумывать, но профессор, меня простит, я всегда пишу какую-то очень интересную сказку. После этого я сдала еще 2 экзамена, накрасилась, переоделась и, конечно же, еду на работу. Даже не еду, а вот бегу. И далее я пришла с работы, осознала, насколько грязно у меня дома, из-за этих экзаменов ничего не успевала, поэтому быстренько прибралась. И дальше я потопала в спортзал с таким вот луком на сегодня. И когда я закончила, неожиданно мою в голову пришла очень гениальная, креативная идея. Зарисовка из жизни, какая я бессильная после спортзала. Очень много энергии, как вы видите. Я сдала 3 экзамена сегодня. Про первый я уже рассказала, теперь про остальные 2. Второй экзамен был еще более-менее окей, потому что там надо было просто выбрать один ответ из нескольких. Вроде я правильно объяснила. И потом следующий экзамен, последний, 3-й за сегодня, там пришлось думать, и сегодня я осознала, что после экзамена впечатление у меня не очень хорошее. Моя оценка, мой обзор на экзамены, никому не советую, не сдавайте экзамены, потому что уверенности никакой нет. Точнее, есть уверенность, одна единственная. Одна единственная уверенность — это то, что ты тупой. Уверенность в своей глупости. Тогда, если хотите ее иметь, идите и сдавайте экзамены. Потому что я реально весь вечер учила все, и когда наступил экзамен, я вот читаю, я понимаю, что я это учила, я про это читала, но ответить не могу, потому что ответа я не помню. Я читала, ответ не знаю. Так обидно. На самом деле, перед тем, как пойти в зал, мне позвонил мой друг, который приехал из Инчона, и он сказал, что хочет встретиться еще там с одним другом. Но я не знаю, я выбрала спорт, я выбрала спортзал, а не ехать куда-то кушать и пить. И последний план на сегодня. Во-первых, надо покушать. Что с волосами? Во-первых, надо покушать, а во-вторых, я наконец-то буду редактировать 2-е видео. Это на самом деле впервые за всю мою историю блогерства, потому что раз в 2-3 года я снимаю видео, только одно. На самом деле я начинаю снимать 2-е, но я его редактирую или не редактирую. В общем, я его не опубликовываю, поэтому раз в 2-3 года у меня стабильно одно видео. В общем, в этот раз я решила сделать исключение и продолжить свою карьеру блогерства. Поэтому да, сейчас в планах отредактировать видео. Наверное, сразу же выложу, а потом уже буду готовиться потихоньку редактировать видео, вот которое я сейчас снимаю. Та-дам! В общем, внезапно планы поменялись, я подкрасилась чуть-чуть, поменяла футболочку и иду покушать с подружкой. Ну а что дома сидеть, да? Покушаю, схожу, куплю влажных салфеток. Сегодняшний день был очень насыщенный. Мне понравилось, было весело, но я такая уставшая. Вот и мое утро. Я не накрашенная. Быстренько собралась, надела платье, потому что, потом покажу, потому что просто не было времени выбирать, что надеть. Вообще прикольно утро началось. Оно началось с землетрясения. Меня так кровать немножко подергала. Было прикольно, интересно.
Но самое прикольное, я даже не сказала, куда я утром собралась и поехала. Я ходила на урок. Ну, не ходила, а поехала. Потому что я за 20 минут до урока встала, такая медленно подумала о жизни, что-то там зубы почистила, а потом бац, уже выходить пора, а у меня нету времени идти, потому что я даже была не одета. Но поэтому платьечко хотела показать. Такое вот платьечко, такая бабуська. Я сегодня была в универе, но был только часик урока, поэтому меня никто не заметил. Да, не надо, а то я сегодня такая не очень. После такого незабываемого утра заскочила недалеко от дома покушать хот-дог с подружкой опять. Я там пенки слишком много налила, прошу прощения. Все хорошо. И вот мой будний день, конечно же, не обходится без работки. После работы я пришла домой, начала озвучивать, начала редактировать видео. Я потом поняла, что озвучивать можно не с помощью микрофона, а с помощью телефона, и мне это действительно очень помогло. Вот я и опубликовала второе видео на канал. На самом деле редакция этого видео, написание текста, описание, субтитров заняло столько времени, я даже не сходила в спортзал. Обидно. Ребята, это что такое? Каждое утро моего этого влога что-то необычное происходит. Напоминаю, в первое утро этого влога я встала позже, чем планировала, так скажем, проспала. А во второй день, то есть вчера утром было землетрясение. А сегодня утром у моего дяди родилась дочь. На самом деле она была запланирована на другой день, но она решила раньше времени появиться на свет. Ну, с чем поздравляем, конечно. Ну, а теперь внезапно вспоминаем, что завтра утром у меня тоже экзамен. И что? Я должна готовиться. Что сейчас у меня по плану бранч. И мне надо подготовиться к сегодняшней работе, найти немножко материала, потому что я это заранее никогда не делаю. Я люблю это вот прям утром сделать, прям в этот же день. Как и в предыдущий день, я надела платье, накрасилась, накрутилась. На подработке я решила показать наш скромный кофейный уголочек. На самом деле давно хотела его показать. Дальше после работы вот такая вот я красивенькая. Но я действительно чувствовала себя прям такой счастливой. Я столько комплиментов о своей красоте давно не получала. Закончив работу, мы выбрались с моим другом поужинать, но перед началом он решил мне показать, что находится в его сумке. И я наконец-то поняла, почему она у него всегда такая тяжелая. Потом нам дали чикен, и мы решили покушать. Мой скромный друг, конечно же. Потом вот такая вот красивая дорога в кафе, потому что мы пошли поучиться. Кстати, да, вот так выглядел мой лук на вечер. И под конец я осознала, что эта майка такая неудобная, немножко сожалею о ее покупке. А я дома, хотя вы уже видели. Пора готовиться к экзамену, который уже завтра, уже 4-й по счету. Кстати, угадайте, какой мой любимый цвет? Какой мой любимый цвет? Ну, я не знаю, как так совпало. Но да, мой любимый цвет зеленый. Все вокруг меня зеленое. Зеленое, синее, розовое, но в основном зеленое. Ну, по-моему, такой цвет природы. Очень такой естественный. Ну, не этот, конечно, но вообще цвет зеленый мне очень нравится. Я не знаю, зачем вам эта информация, но неважно. Сейчас я уже готовилась, ходила в кафешке, училась, да, я что-то там записала. Ну, выделяю я все оранжевым, конечно, потому что он поярче, чем зеленый. Последнее время моя жизнь такая очень насыщенная. И я действительно столько всего снимаю, столько гуляю.
Если честно, я это заранее все не планировала чисто для видео. Я просто как живу, так и снимаю, если вдруг что. Я там не такой блогер, который делает все для видео. Мне кажется, это уже последнее видео, завершающее моего уже какого по счету влога? 3-го влога. Поэтому, наверное, попрощаюсь. Увидимся в следующем видео.